Всем привет! Во Флориде я снимаю почти везде. В магазинах, на пляжах, в парках, на улицах. Но где проходит грань между можно и нельзя? Сегодня я расскажу вам, где с точки зрения закона Флориды, ну и в целом Америки, вы имеете право снимать, когда нужно разрешение, и как не попасть в неприятную ситуацию с полицией или владельцем магазина, а это очень важно. Любой магазин – это частная собственность. Даже если двери открыты и любой туда может зайти, это все равно частная собственность. И владелец может попросить вас остановить съемку или покинуть магазин. И по закону вы обязаны подчиниться. Но если вы вышли из магазина на плазу или на тротуар, и если это публичная территория, то это уже меняет дело. Если это публичная территория, как, например, вот этот тротуар, можно снимать все, что угодно, сколько угодно, когда угодно, и никто не может тебе этого запретить. Ну, естественно, в разумных пределах. Ты не должен снимать прохожих, тыкая им камеру в лицо, например, или там снимать детей, еще что-то типа такого. В разумных пределах все можно делать. Что делать, если вы снимаете на публичной территории и приехала полиция? Главное – спокойствие. На публичной территории вы имеете полное право снимать все, в том числе и работу полиции. И полиция не имеет права запретить вам съемку. Это гарантирует первая поправка Конституции США. Полиция не имеет права запретить вам снимать, если вы не мешаете их работе. Но если вы зашли на частную территорию, магазин или парковка магазина, то владелец имеет приоритет, и он может попросить вас прекратить это делать. И вы обязаны подчиниться. Не играйте с этим. Арестуют 5 секунд. Допустим, вас выгнали из магазина, да, из Walmart или из любого другого, например, русского магазина, вас выгнали и сказали, съемка запрещена. Здравствуйте. Что? Действительно, видите. Что же делать? Как же поступить в данной ситуации? Надо спокойно выйти, сказать, окей, я все понял, я ухожу. Выйти и уже не на территории магазина, желательно на публичной территории, но можно и на плазе, встать напротив этого магазина и записать видео о том, рассказать свой опыт, как вам не понравился этот магазин и так далее, но главное не перебарщивать. Не рассказывать, что в этом магазине вас обязательно обманут, в этом магазине воруют, в этом магазине то, сё, пятое, десятое. Лучше этого не делать, потому что это может обернуться потом в итоге против вас, если вы не сможете это доказать. В общими чертами плюс Google карты, 1 звезда, отлично работает. И можно попросить еще всех своих друзей разослать им, сказать, ребята, оставьте отзыв. И для них это пострашнее будет. Алексей из Нижнего Тагила спрашивает меня, и что получается, что каждый раз, когда я захожу в магазин и не могу там снимать, мне надо, что мне делать? Алексей, тебе нужно подойти к менеджеру и сказать, я хочу снять у вас свой влог, можно я поснимаю в вашем магазине, я не буду мешать покупателям, не буду их снимать, буду снимать себя и рассказывать о вашем магазине. 99% случаев вам скажут, sure, of course. Вот. Но есть, конечно, дебилы, которые скажут, нет, нельзя. Конечно, я так не делаю. Я вот сейчас зашел в Walmart и просто начал снимать, и все. Как правило, персонал и менеджеры магазинов относятся к этому вообще наплевать, что ты делаешь, главное не мешай другим, и все. За 4 года, пока я живу в Америке, и за несколько лет до того, сколько я ездил в Америку в отпуск, мне запретили снимать в магазине единственный раз. И это был русский магазин. Кто следит за каналом Дронго, помнит эту историю. Более того, когда они запретили мне снимать, после этого они подали на меня в суд. И если вам интересна эта история, как на меня подали в суд в Америке и чем кончилось дело, напишите в комментариях, я запишу об этом видео. В парках все проще и сложнее одновременно. Если парк городской или окружной, и вы просто снимаете какую-то прогулку, посиделки и так далее, то разрешение никакое не нужно. Но если съемка коммерческая, и вот тут интересно, например, съемка на YouTube с последующей монетизацией, съемка какого-то клипа, съемка какой-то еще там, не знаю, чего угодно, рекламного ролика и так далее, разрешение требуется. Для этого нужно обратиться в Park и Restriction Department и получить фильм пермит. Ну, разумеется, никто этой фигней не страдает. Такие блогеры, как я, блогеры, никто, конечно, разрешения никакие не просит, просто берут и снимают, и it's okay. Что касается ивентов и разных мероприятий, там какие-то концерты на улице, какие-то тематические штучки и все такое прочее,
Тут тоже все предельно понятно и просто. Если это открытое мероприятие, например, какой-то городской концерт или мероприятие, ну, праздник под открытым небом, то никакого разрешения не требуется. Если же это ивент по билетам, например, какой-то концерт или там еще что-нибудь типа такого, то требуется разрешение организаторов. Но опять же, по своему собственному опыту, вот с этой камерой Osmo Pocket DJI 3 я спокойно ходил на концерт Кэти Перри, снимал, и никто мне ничего не сказал. Но когда на входе на Шманале девушка нашла эту камеру, сказала: вот у тебя камера, ну, позвала кого-то старшему, сказала: it's okay, все нормально. И мы прошли. Так что тоже такое, но лучше подстраховаться. Отдельная история с дронами. Дроны во Флориде подчиняются правилам FAA и регулируются так же, как и во всей Америке. То есть коммерческие дроны, коммерческая съемка не всегда разрешены. Часто их запускают просто так, но есть нюансики. В национальных парках дроны запрещены вообще. То есть, ну, нельзя. Надо получать специальный пермит, платить за это кучу бабок, и как бы, ну, может нафиг оно и надо. Что касается съемок простых, обыкновенных в национальных парках, вообще идешь спокойно и записываешь все, что тебе нужно. Это даже прописано, например, про Everglades, если мы говорим. В правилах посещения Everglades написано, что снимать можно сколько угодно, все время пребывания твое в этом парке. Никаких дополнительных разрешений не нужно, просто идешь, снимаешь и все. Опять же, главное не вторгаться в частную жизнь другого человека. Не подходить и не снимать вот так вот, как мы это любим, да? Можно ли снимать в школах? Нет, нельзя. Просто нельзя. Если вы хотите снять все-таки что-то в школе, там куча ограничений. Вы должны, во-первых, согласовать это с директором, получить разрешение директора. И если в кадры попадают дети, вам нужно взять письменное согласие всех родителей, дети которых попали в кадры. Поэтому лучше не снимать в школе вообще. Парковка возле школы тоже является частью школы, и на ней снимать нельзя. За забором от парковки снимать можно. Школу крупным планом, вопросов нет, без зума и не наводя на, опять же, детей. В общем, защита детей и защита частной собственности в США работает очень хорошо, поэтому будьте аккуратны. Ну и подводя итог, что скажу. Снимать во Флориде, как и в Штатах, можно практически все, что угодно, как угодно и где угодно. Главное — уважать частную собственность и не мешать другим людям. Это первое. Если вдруг я не ответил на какие-то вопросы, которые вас интересовали, пишите, давайте обсудим, будем развиваться. Я тоже, например, когда готовился к этому видео, впервые узнал, что, оказывается, не все так просто. И вот эти мои хождения там по Costco, по Walmart и так далее, на самом деле не очень, скажем так, законны. Ну нет, законны, конечно, просто надо спрашивать. И самое главное, что я хочу сказать. Если в магазине или в любом месте, где частная территория, к вам подошли и сказали: вы должны выйти из магазина, не спорьте, не пытайтесь что-то доказать, это бесполезно. Вы ничего не добьетесь. Просто приедет полиция, вас арестует. Поэтому не связывайтесь. Просто выйдите из магазина. И опять же, около магазина вы можете рассказать все, что вы думаете об этом магазине, о людях, которые в них работают, поставить 1 звезду на Гугле, рассказать своим знакомым, тем самым как-то насолив этому магазину. Спорить бесполезно, вы будете неправы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. А я пошел смотреть, как Денис занимается футболом.